Это Фиби Пламер и Анна Холланд, участницы британской климатической коалиции... Нет, не так. Участницы британской коалиции климатических активистов Just Stop Oil. 14 октября 2022 года они вылили 2 банки томатного супа на картину Ван Гога «Подсолнухи». Их акция в Лондонской национальной галерее продлилась меньше 2 минут, но новость о ней облетела весь мир и приковала к активистам всеобщее внимание. Акция была спланирована с учетом того, что картина находилась за защитным стеклом. Она не пострадала, но все равно за ними закрепилась репутация вандалов. Его картина известна на весь мир, а вы что сделали в своей жизни? Супом облили. Это не единственная их акция. За год своего существования они сорвали 57-ю церемонию вручения премии Британской киноакадемии, несколько футбольных матчей, гонки Формулы-1 и устроили серию атак на нефтяные терминалы по всей Англии. Также они неоднократно блокировали дороги и обливали правительственные здания оранжевой краской. В какой-то момент член парламента Великобритании Гаррет Джонсон даже потребовал признать Just Stop Oil преступной организацией. Своими акциями Just Stop Oil пытаются привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Но работают ли их радикальные методы? Или только отпугивают потенциальных сторонников? И вообще, это настоящие активисты или проплаченные? В чем смысл этих акций? Цель Just Stop Oil – заставить британское правительство отказаться от новых проектов по добыче ископаемого топлива – нефти, угля и газа, и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии. Научные данные подтверждают обоснованность таких требований. Чем больше ископаемого топлива мы сжигаем, тем сильнее нагревается планета. Ископаемое топливо – это главный источник парниковых газов. Скапливаясь в атмосфере, они удерживают солнечное тепло. С конца 19 века средняя мировая температура уже повысилась примерно на 1 градус Цельсия. Кажется, что это немного, но если она продолжит расти текущими темпами, то уже к 30-м годам 21 века 10 миллионов человек ежегодно будут подвергаться тепловому стрессу, превышающему порог выживаемости. К 40-м годам потепление приведет к засухе, которая затронет 32% мировых пахотных земель и спровоцирует голод и миграцию. Еще в 2015 году 195 государств, включая Великобританию, приняли Парижское соглашение. Его долгосрочная цель – удержать глобальный рост температуры на уровне ниже 2 градусов, а в идеале ниже 1,5 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем. В 2021 году Международное энергетическое агентство заявило, что для достижения этих целей все страны мира должны полностью отказаться от инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива. Однако британское правительство продолжает их поощрять. В ближайшие несколько лет нефтегазовые компании планируют запустить в Великобритании не менее 40 новых проектов по добыче нефти и газа. Совокупные выбросы от них в 3 раза превысят объем ежегодных выбросов всей Великобритании. Just Stop Oil считают такую политику неприемлемой. Ссылаясь на данные британского правительства, они указывают, что запасов топлива в Великобритании хватило бы до 2030 года. По их мнению, этого времени достаточно, чтобы страна полностью перешла на возобновляемые источники энергии. А как это сделать, Just Stop Oil подробно изложили в своем докладе «Почему и как». Но важно, чтобы власти начали действовать немедленно. 13 марта 2022 года активисты ворвались на красную ковровую дорожку премии Бафта. Они потребовали от британского правительства отказаться от своих планов и на следующий день выпустили обращение. If you do not provide such assurance by March 14, 2022, it will be our duty to intervene. Правительство Великобритании никак не отреагировало на эти требования, и Just Stop Oil начали действовать. В течение следующего месяца активисты осуществили блокаду 10 нефтяных объектов, намереваясь перекрыть поставки бензина в юго-восточную Англию. В середине апреля они остановили и окружили нефтяной танкер в Лондоне, спровоцировав хаос на трассе. Позже атаковали еще 3 нефтяных терминала, блокируя подъезды к ним и забираясь на автоцистерны. 28 апреля около 35 активистов Just Stop Oil вывели из строя 2 заправки на трассе М25, одной из самых важных и самых загруженных автомагистралей Великобритании. Конечно, не всем нравится, что они делают. Особенно, когда, например, они перегораживают дорогу, и люди не могут приехать там на работу или в школу. Хотя мне кажется, что опоздать на работу по уважительной причине — это... И медиа очень любят вот эту всю историю про неудобства раздувать
И даже когда активисток зовут рассказать, зачем вы это делаете, какой в этом смысл, что вообще за проблема, им не дают вообще открыть рот. Им только рассказывают о том, что вы создаете неудобства, ребенок не родился из-за того, что вы перегородили, какой-то мужик единственный не доехал на похороны своего отца. И у вас, может быть, и благие цели, но методы. Your message is being completely lost because of the methods that you are using. Давайте я вам расскажу, какие еще есть методы. Защитники окружающей среды как минимум с середины прошлого века устраивают акции экологического саботажа или экотажа. Это слово впервые использовали в 1972 году писатели Сэм Лав и Дэвид Обст в книге «Экотаж». Обложка книги иллюстрирует суть направления. Молодой человек бросает торт в лицо представителю бизнеса. Эту сцену однажды воссоздали и Just Stop Oil, запустив тортом в лицо восковой фигуре короля Чарльза в музее Мадам Тюссо. The science is clear. The demands are simple. Just stop oil. It's a piece of cake. Книга была вдохновлена работой чикагского экоактивиста Джеймса Филлипса, который действовал под псевдонимом Фокс. Это имя отсылает к одной из первых его акций, когда он увидел мертвых уток в реке Фокс и решил заткнуть подведенный к ней слив сточных вод. Он перекрывал фабричные стоки и подбрасывал скунсов к домам владельцев компаний, загрязняющих окружающую среду. Сэм Лав и Дэвид Обст посвятили Фоксу свою книгу, написав, что ему удалось сделать жизнь преступных корпораций невыносимой. Экотаж также называют акциями гаечного ключа, поскольку часто они подразумевают повреждение имущества, оборудования и техники с целью сделать экологически вредные решения экономически невыгодными. Один из сторонников такого подхода – борец за охрану морской фауны и эко-пират Пол Уотсон. Вместе с командой судна Sea Shepherd он патрулировал морские воды, прогоняя браконьеров. Дело нередко доходило до прямого столкновения. Sea Shepherd таранили траулеры нарушителей, забирались на палубы, обрезали дрифтерные сети и выводили из строя двигатели. В первую очередь активисты боролись с незаконным китобойным промыслом. Об их противостоянии с японскими браконьерами даже был снят документальный сериал. Одну из самых радикальных акций в истории экотажа провели организации Фронт освобождения животных и Фронт освобождения земли в 1998 году в американском штате Колорадо. Активисты сожгли один из крупнейших в США горнолыжных курортов Вейлский резорт. Причиной стали планы Вейл по расширению. Курорт собирался вырубить под застройку больше 3,5 квадратных километров леса, в котором обитали вот такие вот очень милые дикие рыси. Как мощны мои лапищи. В своем коммюнике активисты заявили: недопустимо ставить прибыль выше дикой природы. В ходе акции никто не пострадал, нанесенный ущерб оценивался в $12 миллионов. ФБР объявило членов Фронта освобождения земли и Фронта освобождения животных экотеррористами. Вообще вот это клеймо экотеррористы государство обожает. Оно постоянно применяет его к экоактивистам, потому что они там типа портят имущество и вот нарушают правила. При этом, когда компании нарушают правила, и компании портят жизнь людям и животным, уничтожают лес, окружающую среду, загрязняют воды, весь город может заболеть, отравиться, это не терроризм. Когда вот эта акция с супом произошла, и на самом деле в других акциях тоже такое было, этих активистов Just Stop Oil стали подозревать в проплаченности. People are hypothesizing that this is a psyop from the right to make activists look silly. Because Just Stop Oil is funded by Climate Emergency Fund, which was founded by Eileen Getty, who is the heiress to the Getty oil fortune. Getty Oil — это нефтяная компания, основанная Жаном Полем Гетти, дедом Эйлин Гетти. Около 40 лет назад компания была продана, и свою часть капитала Эйлин Гетти направила на благотворительность. Being of service was probably the only avenue for me. I stumbled into what I do today out of sheer desperation. В частности, она организовала Climate Emergency Fund, который финансирует борьбу с климатическим кризисом. Фонд также выделял деньги климатическому движению Extinction Rebellion. Его сторонники, как и Just Stop Oil, используют методы ненасильственного прямого действия. Например, в 2018 году они парализовали часть Лондона, заблокировав 5 мостов через реку Темза, а в 2019 атаковали оружейный завод Эльбит Ферранти. В случае с Extinction Rebellion информация о связи с нефтяной наследницей тоже породила конспирологические теории. И хотя вопрос о том, стоит ли активистам принимать деньги с такой историей, остается дискуссионным, их сотрудничество с нефтяными корпорациями не было доказано. Наконец, Just Stop Oil часто обвиняют в том, что они
своей радикальностью только отталкивает людей от экологической повестки. Однако в 2022 году журнал Национальной академии наук США опубликовал результаты 2 онлайн-экспериментов, которые показали, наличие радикального фланга внутри социального движения увеличивает общественную поддержку умеренных фракций того же движения. Исследователи полагают, что этот эффект обусловлен складывающимся контрастом. На фоне радикалов их умеренные союзники начинают казаться менее радикальными, даже если у них такие же требования. Это, в свою очередь, увеличивает их поддержку, а значит, все участники движения приближаются к своим целям. Но вернемся к супу. Планируя акцию в Лондонской национальной галерее, активисты Just Stop Oil, конечно же, рассчитывали на общественный резонанс. СМИ — это инструмент управления вниманием, которым сложно завладеть, но благодаря которому можно транслировать свои идеи миллионам людей. До этой акции активисты в течение 2 недель перекрывали дороги вокруг Лондона, требуя остановить выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море. Но, по их собственным словам, новости об акциях попадали лишь на 8-ю или 9-ю страницы национальной прессы. И только атака на картину Ван Гога наконец принесла желаемый резонанс. What is worth more, art or life? Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? Just Stop Oil признают, что многие их акции носят разрушительный характер. Да, они могут быть неудобными, они могут сделать так, что вы опоздаете на работу. Но против чего действительно нужно бороться? Против таких акций или против системы, в которой экотаж может быть единственным средством для достижения перемен?